Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о символике и жутких костюмах участниц на конкурсе «Мисс Вселенная 2023». 14 января 2023 года в Новом Орлеане состоялся финал международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». В нем принимали участие представительницы 86 стран, в том числе и России. Одним из самых зрелищных этапов мероприятия стал показ национальных костюмов. Девушки прошлись по сцене в нарядах, представляющих их культуру. Вот только платья многих участниц не имели ничего общего с национальной одеждой стран, из которых они приехали. Зато в элементах костюмов в большом количестве присутствовала известная символика, а наряды некоторых конкурсанток выглядели по-настоящему жутко. Конкурс красоты «Мисс Вселенная» проводится ежегодно, начиная с 1952 года. В настоящий момент его владельцем является бизнесмен-трансгендер из Таиланда Н. Джекапонг Джекраджутатип. Права на конкурс он выкупил в октябре 2022 года. С учетом биографии нового владельца «Мисс Вселенной», скорее всего, в ближайшее время формат мероприятия сильно изменится. Н. Джекапонг уже заявил о планах убрать из жюри всех мужчин и предоставить трансгендерам свободный доступ к участию в конкурсе. Это означает, что уже в следующем году присутствие на «Мисс Вселенной» обычных девушек может стать исключением. Конкурс национальных костюмов на «Мисс Вселенной» в 2023 году проходил 11 января. Девушки по очереди выходили на сцену, демонстрируя зрителям роскошные наряды. Для начала обратим внимание на оформление сцены. Над порядковым номером конкурса можно было увидеть главный символ иллюминатов – пирамиду. Прямо под ним был изображен перевернутый треугольник, означающий падение мира. В самом центре красовалась восьмиконечная звезда. Это древний символ вавилонской богини Иштар, являющейся покровительницей плодородия и плотской любви. Иштар отождествляли с планетой Венера, которая, в свою очередь, является персонификацией Люцифера. Дефиле открыла участница из Албании. Конкурсантка вышла на сцену в образе так называемой Красной Королевы, стоящей во главе общества иллюминатов. На груди у нее был узор, напоминающий дьявольские рога. Следом появилась участница из Армении. Девушка вышла с политическим лозунгом «Армения имеет право на жизнь». В другой руке у нее был щит, изображающий орнамент древнего карабахского ковра Челеби. Все эти образы намекают на ситуацию в Нагорном Карабахе, где периодически вспыхивают военные конфликты. Модель из островного государства Аруба вышла на сцену в широкополой шляпе, дающей отсылку к культу Сатурна. Под полами шляпы и на платье девушки можно было увидеть морские звезды. Некоторые из них были перевернутыми, а значит давали отсылку к символу сатанистов – перевернутой пентаграмме. Один глаз участницы был подчеркнут, что указывало на символизм всевидящего ока. Конкурсантка из Австралии появилась перед зрителями в головном уборе, дающем отсылку к древнегреческой богине магии и колдовства Гекате. Она являлась покровительницей лунного света, преисподней, всего таинственного. Образ Гекаты на «Мисс Вселенной 2023» почему-то был одним из самых популярных. Участница из Бельгии вышла в костюме ангела. При этом ее руки были увешаны маленькими светящимися лампочками. Ангел, несущий свет, может давать отсылку к Люциферу. На голове у модели находился глобус. Это символично показывает, что наш мир находится во власти дьявола. Одним из самых символичных был костюм представительницы государства Центральной Америки под названием Белиз. Девушка вышла на сцену в леопардовом наряде, намекающем на программу контроля сознания МК-Ультра и так называемое бета-программирование. С помощью него создаются субличности, отличающиеся сексуальностью, превосходящие рамки того, что мы считаем нормальным. Над левым плечом модели находилась огромная полная луна. Она дает отсылку к одноименному культу поклонения темным силам. Конкурсантка из Бутана вышла на сцену в красном наряде с изображением змея, символизирующего самого дьявола-искусителя. Вскоре после нее свой костюм продемонстрировала модель из Бразилии. Девушка предстала перед зрителями в образе русалки. Этот персонаж является символом опасного и греховного соблазна, женского коварства и обмана, разрушительной страсти и смерти. Головной убор модели также напоминал корону Гекаты. Внутри него находился шар, который может символизировать нашу Землю. Участница из Камбоджи вышла на сцену с предметом, напоминающим главный символ иллюминатов – пирамиду. Еще один необычный костюм был у модели из Камеруна.
Особого внимания заслуживает корона девушки. По форме она напоминала рога, а в центре, на красном фоне, был изображен главный символ сатанистов – перевернутая пентаграмма. Участница из Канады предстала в образе Красной Королевы. Декольте девушки было выполнено в виде перевернутого треугольника, символизирующего падение мира. Модель из Китая также выбрала образ Красной Королевы, который был одним из самых популярных на конкурсе 2023 года. Участница из Колумбии предстала перед зрителями в костюме Феникса. Это классический символ иллюминатов, означающий духовную трансформацию, вечное обновление и бессмертие. Корона модели из Чехии с торчащими в разные стороны ветками также напоминала головной убор богини магии и колдовства Гекаты. Мисс Сальвадор появилась на сцене в костюме биткоина в знак того, что ее страна первой признала его законным платежным средством. В свою очередь, это может быть намеком на то, что криптовалюта и цифровые деньги в скором времени полностью заменят обычные. Представительница Франции вышла к зрителям в огромном головном уборе с изображением Эйфелевой башни. В то же время ее корона давала явную отсылку к Гекате. Сразу же после нее свой костюм продемонстрировала модель из Германии. Ее образ давал отсылку к немецкому модельеру Карлу Лагерфельду, который умер в весьма символичную дату 19 февраля 2019 года. При жизни Лагерфельд отличался не самыми человечными взглядами. К примеру, он поддерживал массовое истребление животных ради дорогого меха, а также не считал за людей беженцев и обладателей лишнего веса. Одним из самых громоздких и символичных был костюм представительницы Гватемалы. Девушка выкатила на сцену конструкцию в виде пирамиды, которая в то же время напоминала юбку. Голову участницы украшала корона, дающая отсылку к богине Гекате. Также здесь можно было увидеть шестиугольник, указывающий на культ Сатурна. С обратной стороны костюма девушки был изображен ягуар, что может намекать на бета-программирование МК Ультра. Модель из Гаити стала еще одной конкурсанткой, вышедшей на сцену в короне богини Гекаты. Участница из Индии появилась перед зрителями в костюме Гаруды. Эта птица считается символом человека, познавшего при жизни многие тайны мироздания и органично пользующегося недоступными другим знаниями. Участница из Косово вышла на сцену с закрытым лицом. Образ ее давал отсылку к Красной Королеве. Модель из Ливана появилась на сцене в костюме масонской пирамиды с лучезарной дельтой. Сразу после нее перед зрителями выступила конкурсантка из Малайзии с короной богини Гекаты на голове. Участница из Маврикии вышла на сцену в образе Красной Королевы. Головной убор периодически прикрывал глаз девушки. У модели из Мьянмы на груди висело украшение в виде глаза, символа всевидящего ока. Одним из самых жутких был образ конкурсантки из Непала, которая вышла в костюме индуистской богини Кали. Она представляет собой темную богиню разрушения и уничтожения Вселенной. Следующей перед зрителями продефилировала модель из Нидерландов. На ней был надет костюм вафли, который в то же время давал отсылку к кольцам Сатурна и одноименному культу поклонения темным силам. Участница из Парагвая вышла на сцену в короне богини Гекаты, украшенной пентаграммами. На руках у девушки были надеты белые перчатки, являющиеся символом недавнего посвящения в тайное общество. С обратной стороны костюма находилась голова льва, символизирующая власть и свирепость. Сочеталось все это с красным цветом, являющимся любимым оттенком иллюминатов. В образе Красной Королевы появилась перед зрителями модель из Перу. Над ее головой развивалось полотно в форме перевернутой пирамиды, символизирующей падение мира. В красно-белом костюме вышла участница из Польши. Ее платье было расшито красными маками, являющимися символом сна и забвения. Участница из Пуэрто-Рико предстала перед зрителями в костюме спутниковой тарелки, что может намекать на планы иллюминатов по цифровизации и переводу жизни в онлайн-пространство. Далее на сцене появилась конкурсантка из России. Образ Анны Линниковой также может давать отсылку к Красной Королеве, стоящей во главе масонского общества. В красном костюме продефилировала и участница из Сингапура. Модель из Южной Африки использовала в наряде элементы флага своей страны. Вот только черный треугольник почему-то был повернут вершиной вниз, а значит, выступал в роли символа падения мира. Конкурсантка из Испании выступила в популярном на Мисс Вселенной 2023 образе Красной Королевы. Участница из Турции вышла на сцену в красно-черном костюме.
Девушка размахивала им словно крыльями, что может давать отсылку к падшему ангелу Люциферу. Одним из самых символичных был костюм модели из Украины, который позиционировался как воин света. Он олицетворял архангела Михаила, являющегося главным борцом против дьявола и темных сил. Вот только наряд этот почему-то сочетался со странным головным убором. Часть нимба была вырезана, в результате чего он превратился в рога. Кроме того, от головы девушки исходили лучи, дающие отсылку к богине магии и колдовства Гекате. Белый крест на груди Виктории Афанасенко формировал главный символ масонов – пирамиду. Таким образом, костюм украинки никак не ассоциируется с воином света, а скорее представляет полную его противоположность. Далее на сцену вышла модель из Уругвая, на голове которой красовалась пентаграмма в круге. Одним из самых символичных на конкурсе «Мисс Вселенная-2023» был костюм участницы из США, в итоге одержавшей победу. Наряд модели сочетал в себе сразу несколько оккультных символов. Над головой девушки находилась огромная луна, дающая отсылку к одноименному культу поклонения дьяволу. Вокруг нее было множество перевернутых пентаграмм, изображения которых можно увидеть на статуе Бафомета. Голову Бони Габриэль украшала корона богини Гекаты. Образ Гекаты использовала в своем костюме и участница из Венесуэлы. Кроме того, ее головной убор украшал символ в виде римской цифры 5, что дает отсылку к жесту триумфа дьявола. Таким образом, конкурс национальных костюмов на «Мисс Вселенной-2023» больше напоминал парад темных сил. Самыми популярными у девушек были головные уборы богини магии и колдовства Гекаты и красные платья, указывающие на королеву, стоящую во главе масонского общества. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.